Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я к вам с долгожданной второй частью мастер-класса африканок из бумажных трубочек. Долго они лежали у меня в мастерской, и вот наконец-то их час настал. А если честно, то у меня очень много заготовок, которые ждут правильного настроения и нужного момента. Но о них вы узнаете только тогда, когда звезды сойдутся и тот самый момент наступит. А сейчас вернемся к нашим африканкам. Прежде чем заняться росписью и декором, все заготовки нужно подготовить. Я покрываю их белым акриловым грунтом Сонет. Естественно, вы можете использовать любой другой грунт или при его отсутствии смешать белую акриловую краску и ПВА. Помимо того, что грунт выравнивает поверхность, он еще и дополнительно скрепляет все трубочки между собой. Грунтую я в один слой, даю всем заготовкам хорошо просохнуть. После этого грунтую нижние части статуэток. Сгибаем руки африканкам на свой вкус и фиксируем их термоклеем. По желанию и для дополнительной прочности можно вставить внутрь рук трубочек проволоку. Теперь можно переходить к росписи африканок. Я буду раскрашивать акриловыми красками декола и хочу поделиться своим опытом работы с ними. Возможно, это кому-то пригодится. Для написания картины эти краски, скорее всего, не подойдут, но для декора предметов и росписи различных заготовок я смело их всем рекомендую. Но обратите внимание, что я раскрашиваю художественными красками. Они, кстати, бывают глянцевые и матовые. Я предпочитаю первые, но здесь уже дело вкуса. И те, и другие имеют палитру из 26 цветов. Продаются как поштучно, так и в наборах. Также у декола есть акриловые краски по стеклу и керамике. И вот их я для своих мастер-классов рекомендовать не могу. Они очень жидкие и какие-то полупрозрачные. Я бы сказала, что они находятся где-то посередине между художественными красками и витражными. Скажу честно, купила я их по ошибке, так как они очень похожи как по дизайну, так и по цветовой гамме. И теперь они стоят у меня в шкафу и ждут момента, когда я созрею для росписи посуды. У художественных красок на упаковке есть список цветов с их светостойкостью, то есть насколько цвет долговечен и не выцветает. Для понимания, одна звездочка это от 10 до 25 лет, 2 от 25 до 100, а 3 это свыше 100 лет. Некоторым моим уличным поделкам уже более 5 лет, они стоят под самым солнцем, и в целом цвет остался все таким же ярким и сочным. И если вы не планируете создавать шедевры для своих праправнуков, то светостойкость деколы вас устроит. Укрывистость деколы. Простым языком это количество мазков кисти, за которые краска укрывает черную полосу. Вот здесь все сложнее. Какие-то цвета с одного мазка могут перекрыть черный цвет, например, такие как фиолетовый, коричневый, небесно-голубой. А вот желтая краска не перекроет черный цвет до тех пор, пока в нее не добавится белая. То есть даже через 20 мазков черный цвет будет виден. Но это также свойственно и для дорогих акриловых красок. Просто желтый цвет самый слабоукрывистый, и в него нужно обязательно добавлять качественные белила. Если вам интересна тема обзора материалов для творчества и нюансов работы с ними, напишите в комментариях, и я сниму отдельное видео на эту тему. А сейчас возвращаемся к африканкам. Коричневой краской раскрашиваем лицо, руки и открытые участки тела. Напомню, что для акриловых красок лучше всего подходят синтетические кисти. Кстати, их мягкость также влияет на результат. То есть чем мягче кисть, тем плотнее и ровнее ложится краска. Обратите внимание, что акриловые краски становятся немного темнее после высыхания. Из всех вариантов коричневого цвета акриловых красок мне больше всего нравится именно вот этот деколовский, так как он очень похож на настоящий молочный шоколад. После того, как наши шоколадки высохнут, раскрашиваем юбку, топ и тюрбан в желаемый цвет. Именно этой африканке я делаю желтый наряд, но также я делала и зеленый, и фиолетовый, и бордовый. И скажу честно, откровенно, коричневому цвету подходят абсолютно все цвета. Так же, кстати, как и к цвету венги в интерьере. Так что смело выбирайте тот цвет, который вам больше всего нравится. Так как я подготовила основу, покрыв ее белым грунтом, желтая краска легла идеально даже в один слой. Так что подготовительные работы имеют очень большое значение. И не экономьте на этом этапе ни времени, ни материала. Это залог вашего хорошего результата.
За что я люблю именно глянцевые краски? Это за эффект такой лакированной кожи или суперглянца. Когда вы держите поделку в руках, то реально создается впечатление, что она сделана из очень гладкой и блестящей кожи. Единственное, этот эффект получается только на впитывающих материалах, то есть на ткани, бумаге, картоне. На остальных поверхностях просто создается очень гладкая и блестящая пленка. Вот с африканками из-за грунтовки получился эффект суперглянца. Они как будто бы уже покрыты несколькими слоями лака. Но, повторюсь, это дело вкуса, и если вам не нравится блеск и глянец, берите матовые краски и лак. Даем африканке полностью высохнуть, и на этом роспись закончена. Остался только декор. Но прежде чем декорировать статуэтку, я советую приклеить к ее нижней части фетр или ткань, чтобы впоследствии ваши африканки не царапали поверхность, на которой будут стоять. Лучше всего подобрать фетр или ткань в цвет юбки, чтобы поделка была идеальна со всех сторон, даже с тех, которые не видны. Приклеивать можно как клеем для ткани, так и термопистолетом. Для декора мне больше всего нравится использовать золотые аксессуары. Обычно я покупаю недорогую бижутерию, пуговицы, резинки и другую мелочь золотого цвета на AliExpress. Также пригодятся салфетки с рисунками шкур животных или этномотивами для декора юбок африканок. Если таких салфеток нет, то можно распечатать понравившиеся картинки из интернета. Акриловые контуры у меня от Decola и Tair тоже хорошо дополняют работу и позволяют проработать мелкие детали. Контурами можно прорисовать объемные элементы одежды, нарисовать ими браслеты и серьги, хотя настоящие цепочки смотрятся все-таки интереснее и эффектнее. Еще можно использовать различные глиттеры, ленты, кружево, тесьму. Но, честно говоря, я боюсь переусердствовать в оформлении, поэтому ничего из этого не использую. А вот акриловую, золотую и бронзовую краски рекомендую. Они добавляют глубины и благородства африканкам. Разбираем имеющиеся украшения на составляющие. У меня в ход пошла резинка для волос и псевдозолотая цепочка. И создаем неповторимый запоминающийся образ наших красавиц. Бусы, серьги, браслеты. Возможно, вы придумаете что-то свое. Здесь уже дело вкуса и фантазии. Я все клею термопистолетом и стержни покупаю в фикс-прайсе. В целом они неплохо справляются со своей задачей, но их нужно очень хорошо разогревать. То есть клеить не сразу, как только клей расплавится, а подождать еще пару минут, и вот тогда эти стержни клеят достаточно хорошо и прочно. Но, возможно, это характерно только для моего низкотемпературного термопистолета. И если у вас термопистолет не низкотемпературный, то стержни и так будут сразу хорошо плавиться и клеить. А вот термопистолет в фикс-прайсе я покупать не рекомендую. Как-то купила на пробу, и в итоге он взорвался прямо у меня в руках, чуть не прорвав натяжной потолок. И после этого я даже к своему проверенному термопистолету стала относиться очень настороженно. Все-таки инструменты старайтесь брать качественные и проверенные, и экономить на них не стоит, так как прослужат они вам не один год и вполне окупят свою стоимость. Но я опять отвлеклась, поэтому вернемся к декору. И дальше в ход пошли вот такие шарики. Честно говоря, я даже не знаю, что это такое. Насобирала их на берегу озера, рядом росли сосны, и может быть это что-то типа капель смолы. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Их смело можно заменить на небольшие деревянные бусины, а можно вообще пропустить этот этап. Дальше выбираем понравившийся мотив для декора юбки и вырезаем эту часть салфетки, оставляя только цветной слой. У меня трехслойные салфетки, и, соответственно, 2 ненужных слоя я удалила. Полоску салфетки сверху лучше надрезать в нескольких местах, чтобы она ровнее легла на юбку, иначе сверху ваша салфетка соберется в некрасивые складки. Разводим клей ПВА водой. Если ваш ПВА жидкий, то разводить водой его не нужно. И приклеиваем салфетку к юбке. Как вы уже догадались, это упрощенная версия декупажа.
Упрощенная, потому что нам не нужно добиваться идеально ровной поверхности и точности совпадения рисунка. Старайтесь только, чтобы салфетка не порвалась, а в остальном как получится. Ведь это всего лишь рисунок на юбке, так что не переживайте. Контурами добавляем детали и объемы каким-то элементам. Можно просто прорисовать линии на одежде или же создать бахрому и выпуклые узоры. С золотой или бронзовой краской немного тонируем одежду, и лучше это делать полусухой кистью. Кстати, золотую краску я использовала только для желтой одежды, для всех остальных цветов лучше подходит бронзовая. На мой взгляд, так африканки смотрятся законченно и гармонично. Также контурами можно залить небольшие щели и просветы между бумажными трубочками. На всех цветах, кроме желтого, они остались незаметны, а вот на желтом очень сильно бросались в глаза, поэтому я и решила их залить золотым контуром. Наши африканки готовы. Их я решила больше ничем не украшать, но если вы захотите добавить таких элементов, как подносы или кувшины, то сделать это совсем несложно. Подносы скручиваются из бумажных трубочек точно так же, как и донышки африканок. А кувшины состоят из нескольких элементов. 2 чаши и 3 тарелочки разного диаметра. Все элементы склеиваются между собой в форме кувшина. Экспериментируйте, и у вас обязательно все получится. Украшать и подносы, и кувшины можно природными материалами – шишками, орехами, кофейными зернами, ракушками, сухоцветами. В общем, так, как подскажет вам ваша фантазия. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы тоже захотите сделать такой яркий и необычный декор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал «Семейный хендмейд». Желаю вам всем творческого вдохновения и до скорой встречи! Пока-пока!